Москва и Баку откровенно угрожают Армении. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о решении ЕС предоставить Армении 10 миллионов евро поддержки в рамках Европейского инструмента мира, заявил, что Москва ожидает, что в выборе между Западом и Россией Армения в поиске партнеров не пойдет по пути киевских властей. Сложно откровение заявить о том, что Армению постигнет судьба Украины, если она попытается выбраться из российско-турецких тисков. В Баку сразу же это подтвердили. Военные учения, проводимые Соединенными Штатами Америки в Армении, поставка Франции и Армении летального оружия и предоставление Армении военной помощи Евросоюзом в размере 10 миллионов евро на начальном этапе под вывеской Европейского фонда мира указывает на подготовку к очередной войне против Азербайджана, заявили в Минобороны Азербайджана. Если подобные провокационные действия против нашей страны не будут прекращены, то в целях самообороны будут приняты адекватные ответные меры всеми средствами, имеющимися в арсенале вооруженных сил Азербайджана. Следует отметить, что этому сообщению предшествовала публикация азербайджанских СМИ о якобы сбитом разведывательном беспилотнике в направлении Тавуша. Именно такими информационными вбросами Баку предваряет свои агрессивные действия. Получается, что Москва и Баку в один голос откровенно угрожают Армении. В МИД Армении заявили, что Баку не ответил на предложение о создании совместного механизма по расследованию приграничных инцидентов или информации о них. В МИД также заявили, что попытки вовлечь Республику Армения в вербальную эскалацию неприемлемы. Правительство Армении остается приверженным мирной повестке дня и не отступит от этой стратегии, сказали в МИД. Иметь боеспособную армию является суверенным правом любой страны, и Республика Армения не имеет иной цели в сфере обороны и безопасности, кроме защиты своей международно признанной территории, заявили в МИД. Официальный Ереван не отреагировал на заявление Пескова, как не отреагировал на требования Алиева изменить Конституцию Армении, отказаться от решения 1989 года о воссоединении с Арцахом, совместно обратиться в ОБСЕ с просьбой отозвать мандат Минской группы и создать условия для возвращения азербайджанцев. Армянский МИД заверил, что не откажется от мирного процесса. Отметим, что после 2020 года мирный процесс сводится к тому, что Баку совершает агрессию под оперативным управлением Москвы. Вот это их мирная повестка. В 2020 году война была развязана Москвой и Баку в условиях безвластия в США. Сейчас может наступить очередной этап безвластия, и Москва и Баку не преминут этим воспользоваться. Деструктивное поведение президента Азербайджана Ильхама Алиева и причина его уклонения от встреч с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В таком поведении президента Азербайджана следует учитывать три обстоятельства. Во-первых, власти Азербайджана хотят всячески исключить переговоры с армянской стороной в каком-либо посредническом формате, отдавая предпочтение прямым переговорам с Арменией. Во-вторых, они исключают в основном посредничество западных платформ, поскольку азербайджанская сторона имеет четкие планы в контексте своей максималистской политики, на пути реализации которой роль западных посредников будет существенным препятствием. В-третьих, ранее на уровне президента Азербайджана на западных платформах были взяты обязательства, которые азербайджанская сторона не выполнила. В ходе слушаний в Комитете по иностранным делам Палаты представителей США по политике США в Грузии и Молдове конгрессмены сделали много важных заявлений по поводу Армении и ее безопасности. Итак, конгрессмен Джим Коста. Армения – это маленькая страна, пострадавшая в результате действий Азербайджана. И, честно говоря, эти действия воодушевляла Россия. Как мы можем повысить устойчивость демократии с учетом отката, который мы увидели в Грузии? Заместитель помощника госсекретаря США в Бюро Госдепартамента по Европе и Евразии Джошуа Хак.
Мы по-прежнему очень обеспокоены обширными злонамеренными намерениями России в отношении всего региона Южного Кавказа. Россия рассматривает этот регион как область, над которой хочет доминировать и хотела бы видеть на своей границе слабые, разделенные, изолированные страны, которыми могла бы воспользоваться. Две вещи, которые мы делаем в администрации, в первую очередь, решительно поддерживаем всеми возможными способами достижения справедливого и прочного мира между Арменией и Азербайджаном. Госсекретарь Блинкен встретился с министрами иностранных дел двух стран в начале этого месяца, и нет ничего лучше из того, что мы могли бы сделать для улучшения жизни людей в регионе Южного Кавказа, чем достижение справедливого и прочного мира. Конгрессмен Джим Коста. Итак, мы прилагаем все усилия для того, чтобы 120 тысяч армян из Нагорного Карабаха, находящиеся сейчас в Армении, получили помощь USAID, но нам нужно больше. Заместитель помощника госсекретаря США в Бюро Госдепартамента по Европе и Евразии Джошуа Хак. Я просто хотел подчеркнуть те масштабные усилия, которые правительство США сейчас предпринимает, чтобы повысить устойчивость Армении в целом. У нас только что состоялся стратегический диалог, завершающий мероприятие, на котором мы решили объявить о том, что мы повышаем уровень наших отношений до стратегического партнерства, и мы также увеличиваем уровень помощи. Я обращусь к доктору Соколовски за более подробной информацией по этому вопросу. Заместитель помощника администратора Европейского и Евразийского бюро USAID Александр Соколовский. Конечно, я просто хотел бы отметить, что наш администратор Саманта Пауэр была в Армении в начале этого месяца вместе с заместителем Эрин Маки, и за последние 3 года мы фактически удвоили нашу помощь Армении. Мы определенно понимаем важность нашего тесного сотрудничества с нашими европейскими коллегами, чтобы ответить на призыв о потребностях Армении. И в конце еще кое-что. Оказывается, Алиев обиделся на Европейский Союз. Брюссель не хочет делать долгосрочные инвестиции в газотранспортную систему алиевского режима. А что случилось-то? Алиев же надежный партнер. В общем, выясняется, что Баку не справляется с объемами, которые сам же и обязался поставлять Европе. Для этого нужны инвестиции, которые ЕС не хочет осуществлять. Нет инвестиций, значит нет увеличения объема поставок. Но откуда ЕС возьмет нужное количество газа? Неужели Европа окончательно откажется от газа? Посмотрим. Подписывайтесь на наш канал и пишите ваше мнение в комментариях.